Потянул, потянул, потянул. Есть. Хороший карась. Опа. О. О, смотрите, какой карась. Есть. Так куда ж ты? Все старается завести меня под ту удочку. Сейчас вам покажу, какой он черный какой-то весь. Черный карась. Карась трется. До сих пор трется. То он еще будет до конца мая метать икру. Друзья, всем привет! Сегодня у меня спонтанная рыбалка. Выехал. Уже было 7 утра. Сейчас, наверное, 8:30 примерно. Ночью шел дождь. Я думал вообще сегодня не ехать на рыбалку. Но проснулся, посмотрел, погода хорошая. И решил все-таки поехать, попробовать порыбачить. Сегодня буду пробовать ловить карася. Может, если повезет, линя. Вот в таком прекрасном месте. Буду ловить на дереве. Уже кто смотрит мои видео, я уже пробовал на этом месте как-то рыбачить недели 3 назад, может 2, но неудачно. Пробовал я тогда на боковой кивок. Сегодня хочу попробовать на поплавок. Вот бросать буду туда. Но перед тем как рыбачить, я решил заморочиться и сделать вымостку все-таки. На деревце стоять, как воробушек на жердочке, будет неудобно. Я для этого специально взял ножовку по дереву, гвозди взял, топорик и сделал себе вымостку. Наверное, часа полтора мучился. Сейчас покажу, что у меня получилось. Так, на скорую руку. Вот. Такое произведение искусства получилось у меня. Где-то примерно 1,5 метра в длину, ой, в ширину и 1 метр с копейками в длину. Зашел еще в забродах, вот там вот походил, вытоптал место, там камыш был на дне. Глубина, кстати, 1,5 метра в том месте, где я собираюсь рыбачить. Осталось только поставить 2 рогатульки для удочек. И можно приступать к рыбалке. Наварил сегодня пшена. Взял с собой манную болтушку, червей, опарыша, прикормку магазинную. Поплавочные удочки, удочку с боковым кивком. Понабирал всего-всего, но начну рыбалку с поплавка на поплавок. И параллельно заброшу удочку на боковой кивок. Но так как сегодня холодно, я выезжал, было +5, сейчас, наверное, 13-12 градусов тепла. Северный ветер. Похолодало уже дня 4 холодно. Я вообще думал ехать, не ехать на рыбалку. Ну, все-таки не выдержал и поехал. И поэтому больше упор буду делать на поплавок. Снимаю вейдерсы, делаем прикормку, закармливаемся и приступаем уже непосредственно к самой рыбалке. Удочки пока сюда.
Сейчас забацаем прикормку. Пшено разварилось. Надо было пшено варить не сильно, не разваривать. Я прозевал я этот момент. Думаю, ничего страшного. Магазинную прикормку добавил с запахом чеснока. Так, вроде бы более-менее получилось. Во. Далеко не буду бросать. По 4 шара. Туда. Опа. Так, для поплавков хватит и на кивок, и на кивок. Вот. Вот там вот. Я взял удочки плавочные для дальнего заброса снасть и обычные. Но, наверное, буду ловить на те, которые на дальний заброс. У меня там поплавки побольше. И вам будет получше видно поклевки. Вот они. Удочки. Есть. Я уже неоднократно показывал эту снасть. Все обычно, по стандарту. Поплавок 4 грамма, леска 0,2, основное грузило, подпасок и крючок 6 номер. Длина удочек у меня 4 метра. Удочки фирмы Флагман. На эту удочку наживим опарыша. Во. Отлично. Ну, клёва, наверное, не будет. Еще, наверное, час точно. И нашумел, и прикормился только вот 5 минут назад. Но думаю, часика через 2 должен увидеть поклевку. Место шикарное. Вокруг камыши, заросли, упавшее дерево, глубина 1,5 метра. Отличное место. Тут даже летом можно приезжать и пробовать ловить линя. Линя и карпа можно пробовать ловить. Болтушка у меня в шприце. Специально набираю в шприц. Выдавливаю и наматываю. Вот такой комочек у меня получился. Крючок великоватый. Ничего, пойдет. Забрасываю недалеко. Под камышек. Во. Рыбаки начинают съезжаться. Там сидят все возле дамбы на глубине. Повел. Хороший. Хороший Карасевич. Забросил, смотрю, поплавок пошел в сторону. Опа. Вот он. Красавелла. Первая рыбка есть. Вот туда тебя. Во. Берем свежего опарыша
И наживляем. О, отлично. Опа. А на вторую удочку пока поклевок нету. Та, которая, получается, она ближе к берегу. Ой, потащил. На червя. Смотрел за другой удочкой, смотрю, этот поплавок пошел в сторону. Уже почти в камыш затащил. Еще бы немного и был бы зацеп. О! А какой хитрец. Один попался как раз на опарыша, один на червя. Буду ловить, значит, и на червя, и на опарыша. На манку пока не клюет. Ух ты, куда ты? Потащил в сторону. Небольшой. Но есть. Такой. Грамм 250. На опарыша. Дикие ути плавают рядом. Меня заметили. Боятся подплывать. После того, как я сделал вымостку, закормился, начал рыбачить, прошло где-то час. Час поклевок не было вообще. Тишина. Ну, я нашумел, понятное дело. Все тут распугал, всю рыбу. И не только рыбу, наверное. Ну вот, спустя час уже пару карасей я поймал. Карась небольшой, но проклевывается. Повел в сторону. Есть Карасевич. Давай. На опарыша. Друг клюнул. Иди сюда. Опа. Такой небольшой карасик. Есть, нельзя. Ого. Ты куда ты какой резвый? О, есть. Ой, какой боец. Опарыша любишь, да? Плыви. Проверим червя. Что у нас тут с червем? Червяк целый. Сегодня погода еще такая. То солнышко, то тучки, то ветер, то нету ветра. Но ветер такой небольшой. Где-то 2-3 метра в секунду. Потом совсем стихает, вообще нету ветра. Вроде бы клюет. Сразу на 2 удочки поклевка. И на одну, и на вторую. Вот поплавок. Тянет по чуть-чуть в сторону. Что это за рыба, непонятно. На водоеме тишь да гладь. Ути плавают по кругу. То там, то там. Ну, ты будешь уже конкретно клевать или нет?
Пошел. Опа, есть. Вот это дернул. Что ж такое? Карась. Ну это уже побольше карась. Это побольше. Хороший. Так, опа. О, смотрите какой. Карасямба. И в садочек. Во. Под камышек. Это сантиметров 20 от камыша. Ждем поклевку. Сегодня поклевки все такие какие-то еле заметные. Потихонечку притопит поплавочек, отпустит. И потом еле-еле незаметно поплавок начинает уходить в сторону. Нету таких резких поклевок. Поклевка. Потянул. Есть. Хороший карась. О, карасик. Опа. О. Стой. О, смотрите, какой карась. Так, плыви. И опять клюнул карась на опарыша. Вешаю опарышей по 4 штучки. Я, кстати, стал забрасывать одну удочку чуть дальше, туда ближе к камышу, а одну ближе к себе. Ну, вот поклевочка на ту удочку, которая ближе ко мне, поплавок был. И самый крупный карась клюнул пока на данный момент на эту удочку. Поклевка. Есть. Еще один. И запутал мне все там. Так. Иди сюда, дорогой. Там один мне писал знаток карасей, что это буфало. Друзья, это обычный карась. Серебряный. Никакой не буфало. В таком месте можно, кстати, попасть и на клев линя. Линь любит такие участки водоема. Заросшие, закоряженные. Там, где камыш. И вот в таких окнах лучше всего его ловить. Ну, опять поклевка. Что приподнимет поплавок, опустит, опять приподнимет. Так. На дальнюю повел. Есть. Так куда ж ты? Все старается завести меня под ту удочку. Ох, иди сюда. Ой. Сейчас вам покажу, какой он черный какой-то весь. Черный карась. Это камышовый. Черный как смола. Плыви. Есть. Куда ты?
камыш. Хороший карасик. Опа. Ой. Красавец. О, какой толстый. Толстунчик. Плыви. Пошел поплавочек. Еще один небольшой. Карасик. Все жду поклевку леня, но клюет пока только один карась. Хотя линь на этом водоеме есть. И довольно-таки не мелкий. Крупные линии иногда попадаются. Красиво пошел поплавок на дно. В сторону. О, хороший карась. Тихо, тихо. О, у меня уже пару штук удрало так. Вот такой красавчик. Я сейчас карася ловлю со дна. Наживка у меня находится на дне, но его также можно ловить и в пол воды. Иногда, когда клев прекращается, а вы ловите со дна, то нужно пробовать поднимать насадку, наживку выше от дна, сантиметров на 10, на 15, и тогда клев может начаться по новой у вас. Поплавки плохо видно, пошла волна, все сливается с камышами. Вам, наверное, вообще не будет видно. Если мне их плохо видно, то вам тем более. Решил все-таки я попробовать на боковой кивок. За эту удочку я уже рассказывал. Ни один раз повторяться не буду. Удочка фирмы Осни. Всем известная. Использую шнур 16 миллиметров для ловли карася. Можно и 18 миллиметров использовать толщину шнура. И стоит вольфрамовая мормышка. Вот такая мормышка, небольшая, маленькая совсем. И сейчас ее заброшу, положу тут на веточку, и пускай она себе лежит, я в руках ее держать не буду, как и на прошлой рыбалке. И все. Если увижу, что есть поклевки, тогда уже конкретно перейду на ловлю карася такой снастью. Так, опа. Во, отлично. Тут поставил рогатульку, там положил на дерево. Все. Кивочек согнут. Осталось только дождаться поклевку. Что ли на червя поклевка, я не пойму. Опа. На червя клюнул. На червя. Иди сюда. Карасямба. О, есть. Вот он, красавчик. А я думаю, что он поплавок все ближе и ближе к камышу. Насаживаем чулочком. Мне кажется, если вот так вот червя насаживать, то поклевок намного больше. Карась не боится, когда так червяк насажен на сам крючок. Ну, это лично мое субъективное мнение.
так отлично будет. Давай клюй, рыбка. Большая и маленькая. Но лучше большая. Ну, все-таки не зря я сегодня 1,5 часа мучился, строил вымостку. Карасик поклевывает. Поклевка на кивок. Ух ты! Интересно. На парыше что-то дергало. Но может и красноперка. Да, красноперка. Ну, хорошая. Сейчас покажу вам, какая клюнула. Красноперочка. Ой, какая красавица. Красноперка нам не нужна. Зимой наловился этой красноперки. Опа. Что, ребята, можете меня поздравить. Одну снасть я уже оборвал. Прозевал поклевку на червя. И поплавок с крючком там плавает. Но я не хочу сейчас туда заходить в вейдерсах, пугать рыбу. Достану все это дело после того, как порыбачу. Уже когда буду уезжать. Достаю свою маховую удочку. Я всегда с собой беру про запас несколько удочек. Так, есть. Сейчас мы манку забросим. Поплавок маленький. Мне самому его плохо видно. Но как-нибудь да увижу поклевку. Наверное, сегодня клёва уже не будет. Разве что поздно-поздно вечером, перед закатом. Сейчас одеваю вейдерсы. Достану свой любимый поплавок, который я оборвал. Потом покажу вам рыбу, сколько я поймал. И буду с вами прощаться. Но до следующей рыбалки, не навсегда. Иду спасать поплавок. Сейчас спасем. Во какая глубина уже здесь. Вот, спасся свой поплавок, друзья. Дома уже перевяжу удочку. Все переделаю по новой. Пускай тут все лежит. Сейчас покажу вам рыбу. Это мой любимый поплавок. Я его как-то на одной из рыбалок нашел. И рыбачу на него уже 2-й год. Мне очень нравится. А вот в интернете, в магазинах нигде не могу найти хотя бы что-то похожее. Постоянно, если им цепляюсь где-то, обрываю, то всегда достаю. Хоть сегодня и было холодно, но все-таки мне удалось поймать карася
но для этого нужно было немножко потрудиться, построить вымостку. И вот в таком прекрасном месте, среди камышей, я наловил немножко карася. Сейчас вам покажу. Рыбачил на удочки поплавочные. Где-то штук 15 карасиков. Карася хоть и немного поймал сегодня, но результат есть. Было много сходов. Попадались также и красноперка, но небольшая, все отпустил. Пробовал также на боковой кивок, но на боковой кивок у меня сегодня не получилось. Все, наверное, из-за погоды. Ставьте, ребята, обязательно лайки, будет очень приятно. Пишите комментарии. Кто не подписан и впервые заходит на мой канал, если вам понравились мои видео, подписывайтесь обязательно, нажимайте на колокольчик, делайте репосты видео. Всем пока! Встретимся на следующих рыбалках.